Пуньк, 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 пуньк. И пошли, что от нас хотят. Я сдаюсь. Я же сказал, сдаюсь, да. Они ко мне пользуются здесь бродяжничать без окна. Что ж ты это сколько? Подожди. А знаешь, что самое интересное, мужик? Та тёлка, которая меня видела, сука эта, сама шла без факела. Иди ебальника ей набей. Да, я думал, что-то серьезное. Без огня запрещено ходить. Поэтому ты будешь платить штраф. Пиздец. Тормози. Да. Ремонт мне, пожалуйста. А, ты не мой, то есть. Ты ж лох, я забыл. Не, ну ты не лох, ты оружейник, ты оружие можешь хорошо починить, а больше, а доспехи ты не можешь. А вот ты лох с оружием. Ты оружие чинить нормально не можешь, можешь только броню нормально чинить. Давай. Заключить сделку. Тресочка нам не хочет ничего этот. Ничего нам ремонтировать, подшивать, поэтому придется, ну а что так дорого? Оп. Давай, партнер, я тебе скину, обычно как-то меньше, давай попробуем, да, конечно. Давай попробуем на 130. Почти, давай, ладно, на 135, давай. Да. Ты сука какая. Так. Увидел бы ту тёлку ёбнутую, я бы ебало набил за то, что она без огня сама ходила. Так, ну у нас только вот эта вот черная штучка. Что? Мне ничего не надо. У нас сушеное мясо, сушеные грибы. Сырочек можно скушать. Там вроде немного. Нет, он много восстанавливает. Ладно, выбрасываем все. Да. Все. Мы да, доспехи мы тоже починили. Все подчинились. Чуток подчиненные мы. Значит, бежим. Побежим, ну хотя бы разок сохраниться, используй, нам дали кроватку, там все дела. Помоемся перед сном, перед тем, как в нее лечь. Закроем дверьку. Закроем дверьку и ляжем тут один разок хотя бы поспать. Спать. Какое у нас удобство? 50. Ну давай часок поспим. Хотя бы часок, хотя бы одну сохраняшечку. А то мы вроде здесь ни разу не спали и не сохранялись. А может и спали и сохранялись, я просто точно не помню. Но мы сохранились, у нас все четко, мы крутые пацаны. Теперь мы, значит, садимся на нашу крутую, лучшую просто в мире лошадь. Вообще во всем мире, это касается не только игры, это вообще во все вселенной, даже там галактики. И погнали к Ганушу. Будем гадить ему в уши. Вообще запись идет. Хорошо, запись идет, отлично. И погнали сюда. Значит, ты здесь меня ждешь, да? Слушай, здравствуйте, пан из Липы. Здравствуйте, липный пан. Приветствую, какое у тебя дело? Приказываю мне явиться. Барон-разбойник, у меня новости из лагеря, пан Гануша, говори. Я уговорил сотника Бернарда вступить в переговоры с Вальфредом. Бернард согласился, я удивлен. Меня это тоже удивило.
Но в конце концов мы все уладили благодаря... Ничего себе, я всегда знал, что храбрец иногда даже слишком. Так, значит, Вольфин мертв. Да, его люди разбежались по лесу, Ник Бернард своим отрядом сейчас охотится на них. И нихуя не делаю. Я должен сказать тебе, Эндрой, в свете последних событий, я рад, что ты хоть что-нибудь хорошо, что-то там. Я тоже, пан. Я думаю, ты заслужил награду. Спасибо. Ты получила панцирь. Нахуй мне твой панцирь нужен? У меня, слышь? Или он лучше? Мой 3200 стоит вот что ты мне дал. 24, 23, 25, это 23. Но он прикольно выглядит. Вот эти вот позолоченные такие штучки, такой. Но он черный. Он для наших лад не... ну наш тоже черный. Да все равно ты мне говно какое-то дал, слышь? А что тормози? Ты мне... Индра, ты-то мне и нужен. Мне необходима некоторая помощь. Какая? Что тебя беспокоит, пан? Викарий Айквиз заявился в ужасе. Я точно не знаю причин, но ходят слухи, что он выслеживает еретиков, что не сулит ничего хорошего мне в особенности мне. Что мы с ним? Что ты хочешь? Что мне предпринять? Сперва выясни, по какой причине он заявился сюда. Он может и впрямь выслеживать еретиков, что было бы паршивыми новостями, однако он может быть здесь, чтобы присмотреться к моему там что-то там, понимаю, что самым лучшим исходом для меня и всех моих соратников было бы, если бы он упаковал свое барахло и вернулся обратно. И как мне следует подтолкнуть его к данному решению, я же не могу просто вышвырнуть его, верно? Разумеется, не можешь. Ну ты можешь убедить его, что здесь нет нечего вынюхивать, и он сам отбудет в кратчайшие сроки. Сообщи ему, что я отправил тебя и ему в помощь. Понимаю, моя задача помочь ему, ничего не отыскать. Именно. Это мне не интересно, еретики существуют на самом деле, но мы это в ходе расстреливали. Давай, окей. Да, погнали. Удачи, парень, и будь осторожен. Церковники хитрожопы, как хорьки. Я буду осторожен, пан Гануш, не переживайте. Ну да, они да. Они да. Вот меня бесит, который вот этот у меня лежит, ты мне дал. Вот это, конечно, спасибо, но ты просто мог мне дать 2400, все. Просто бабками бы мне дал, типа такой, на тебе доспех, это говно. На лучше тебе бабки, иди себе купи другой доспех, сам, который посчитаешь нужным. И все, поговорить. Давай торговать, продать тебе. Блядь, ты не тот, ты надоел. Еще и двери твои непонятные. Орущая женщина, как обычно. Ты. Значит, поторговать, продать доспехи, вот так. Ну мне это тоже же нафиг не надо, да? Давай. С этим иксом, давай в продажу. И все, давай, мы с тобой поторгуемся. Такой панцирь мне сам пан дал, он должен стоить 2400, а ты хочешь его купить за 1000. Давай хотя бы, даже меньше 1000, давай хотя бы 1000, давай. Почти готов принять, да? И так нормально подразозлился. Ну давай 950, ладно, окей. Да, так сойдет. Это я должен говорить, типа, окей, ладно, так сойдет. А то ты что-то попутал, там он 2400 стоит, а ты его такой за 800. За 800 бабулек хочешь купить. 800 бабулек. 800 бабулек.
Много бабулек, да. Хорошо. Значит, тут у нас все окей. Не то. Значит, снова мы пойдем... Да, я люблю сохраняться в играх. Я не люблю, когда вот это вот потом придется... Во-первых, особенно в такой игре, на самом деле. Здесь сохранений не так много. А там у драться кобыла пошел. Тут сохранение не типа, ну, на шнапсиках. Да, у меня их много. Но если есть возможность сохраниться так, лучше сохраниться так. Шнапсики не должны быть так на всякий случай. Так вдруг что-то серьезное и все. Оп. Все, вот так вот мы сохранились. И спокойно чешем. Люблю сохраняться, потому что не люблю потом одни и те же места перепроходить. Это прям очень сильно раздражает. Я понимаю, что типа игра сделана для того, ну, она усложнена за счет этого, потому что типа более так к реализму, все дела. Но иногда, конечно, да, с этим перебарщивать, я думаю, не надо. Все-таки игра, как ни крути, это игра. Хоть она и реалистична, она должна быть реалистично игровыми механиками, функциями, но не сохранениями. Потому что сохранение это... Если уж брать реализм, то, извини меня, сохранения вообще не должно быть в игре. В такой. Ну да, у нас же все хорошо. Сохранения вообще не должно быть. Все, ты умер, ты сдох, начинай сначала. Все. Вот это да, это прям вообще тогда. Это реализм. Но так бы эту игру никто не прошел. Сомневаюсь, что кто-нибудь бы прошел. О, да, конечно, да. Побежали. Вот. А тут, получается, есть сохранение, но они сделаны вот так для усложнения, но в то же время игра все-таки пытается как реализм, ты ничего не можешь нормально сохраняться. Ну, лучше бы просто сделали сохранение, просто сохранение. Сохранился и все. Потому что... По сути, от этого вот, ну, нет смысла. Шнапсы, блядь, бегаешь, отстанет меня труп на дороге. Бегаешь шнапсы, потом кровати. Ну, это отчасти это получается по итогу трата времени. То есть это хуже игрока. Ужица это вот там, где, да, алкаш. Алкаш Багута наводит смуту. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Кому мне? Викарий. А можем мне его просто и все, и минус проблемы. Ну это дополнительное здание. Ну ладно, пройдемся по нему. Почему нет, в принципе, да? Что тебе нужно, парень? Я для вас пан рыцарь, вообще-то. Король уже, можно сказать. Я бы послал паном Ганушем из Липы. Пан И зачем она тебя направила? Чего? Оказать вам помощь в поисках. Понимаю. Как предусмотрительно с его стороны. Ты явился в нужное время. Мне нужен некто, кто будет своей... Я уверен, что пан Гануш поставил тебя в известность. Он сообщил, что вы разыскиваете еретиков. Именно. Я ищу плевелы, отравляющие тела Святой Церкви, проклятых еретиков. Вальдесы, опасные еретики, как и... Блять, вот это еретики, вот средневековье, это вообще припизжено, они вообще ёбнутые в средневековье были на вот эту вот тематику веры и всю вот эту вот хуйню, потому что там сжигали ведьм, хотя по сути ведьмы, по сути, ну, не знаю, кто верит в ведьм, кто нет, ну... Будет ли доверять мне местный, чем я могу помочь? Каким же образом я могу помочь? Прекрасно, перейдем прямо к делу, Инджих. Я знаю, как добраться до места встречи еретиков. И что же вас остановило?
Точнее говоря, в теории-то я знаю, как добраться. Главное затруднение состоит в следующем. Мы поймали еретика из Кутной горы, который сообщил нам, что еретики в ужасе. К сожалению, к моменту, когда он перешел к описанию места их встречи, он уже бредил и был почти без сознания. Понимаю. Так известно ли вам место встречи? Вероятно. Его свидетельство было запутанным, если не сказать хуже. У меня где-то есть записи. Ты умеешь читать, парень? Конечно, да. Я сын кузнеца не писал, да просто нет. Нет, я не могу даже. И репутация понизилась. Я ожидал, что пан Гануш пришлет ко мне кого-нибудь грамотного. Что ж, неважно. Я их тебе прочту, но кроме того, я дам их тебе с собой. Достать их пану Ганушу. Без сомнения, он захочет на них взглянуть. Я начал мое паломничество из ужаса, логово беззакония, где люди передаются пьянству и блуду. Так что я был рад оставить себе проклятое место. Я смог добраться только до местной... Однако я тут уже встретил новое скопище скверны. Храм невесты Антихриста с города Вавилонской башни. Я быстро миновал. Покинув деревню, я оказался на перепутье, не зная, какой путь предпочесть. Так что я пал на колени и молился, и мои мольбы были услышаны, поскольку палец Господа... Я опустился в путь сквозь эти грешные земли, когда внезапно услышал звуки тысячеликой толпы. За работу и узрел их королеву и их целит. Цитадель. Я далее направил свои стопы. Бля, я, короче, не хочу это читать, у меня уже подъебало, если честно, вот это. Что-то там, да. Хотите, поставьте на паузу, почитайте. Там, короче, всякий бред, что он там, что-то он употребил, что-то там где-то там. Да, вот это вот все он там, да, читаем, да. Не хочу читать, потому что это тупой бред, по сути. Иордан, дьявол, та-та-та-та-та, восприятие, ты долго еще будешь? Затем... Звучит практически безумно, да, пиздец какой-то. Как я и сказал, он был в бреду. Ты узнаешь хотя бы... Нет, однако я могу их отыскать. Великолепно, именно это я и ожидал услышать. Показания еретика. Нахрена они мне? Будут ли доверять мне местные? Я думаю, да. Я не из ужаса, посему не знаю, как они... Это хорошо. Меньше всего мне нужен один из местных бездельников. Им нельзя доверять. Да, вам всем, блядь, можно. И они мне тоже не верят. Ну ты простой парнишка с приятным лицом, хотя и простоватым. Ты сможешь выведать их секреты гораздо проще. Простоватым. Вы льстите мне, что ж... Я подозреваю, что он просто тебя немножко глупеньким назвал. У тебя лицо глупенькое, наверное, типа так. Ты кого-нибудь подозреваешь, хуйло, блядь? У меня на подозрение каждый из них. Даже не сомневайся, однако я узнаю больше после того, как... А почему вы полагаете, что еретики здесь водятся? Чё ты, да, что ты почему так думаешь? Мы изловили одного из них тут на горе, ну это мы уже знаем. Он сознался, в конце силы совсем оставили, да. Понимаю, вероятно, они не из ужаса. Предполагаю, вы подвергли его пыткам. Понимаю, вероятно, они не из ужаса. А я откуда могу, ебать, знать? В конце силы совсем оставили его, так что он не смог даже составить список соратников. Ты не можешь знать, из ужаса они или нет. Я рад это слышать. Кто такие В самом деле, тогда ты только невнимателен в костеле, либо местный священник хватает слишком ленив для чтения официальных писем. Обе возможности равновероятны, но я отпущу тебе некий кредит доверия, что это второй случай. Ответ на второй вопрос — это сетка еретиков. Я догадался об этом, но какую форму принял
Парень, у меня нет времени погружаться сейчас, мне достаточно того, что я заверяю тебя в их ереси. Пошел нахуй, он мне не нравится, он какой-то напыщенный и он уебок тупой какой-то, типа... Я у него спросил, репутация понизилась, я там что-то еще спросил, еще репутация понизилась. Если мне еще раз... это та чушь, да? Ой, нет, все. Завали ебало. Ага, позволь себе... Да, ты пошел нахуй. Че ты его падом набивживаешь, хуйло лысое какое-то стоит. Съебался, дай мне пройти. Уебывай спать, да. Мудила, блядь. А ты кто такой? А ты страж викария? Ты даже... Ну нормально, ты его стражируешь, да. Викарий, слышь? У тебя тут стражник стражирует тебя так нормально. Он прям, да, конечно... Он прям, блядь, блюститель прям, да, стражирования еще тот, да, неплохо. Я бы тебя уже, конечно, придушил бы немножко, если бы захотел. И что это хуйло нам сказала? Викарий передал мне показания этика, хотя и получены под пытками, которые мне нужно отыскать путь к месту их сборищ. Единственный совет, что я получил от викария, начать поиск совместной карчмы. Ну, потому что он тупой. Он нас глуповатым, типа, на лицо называл, да? А на самом деле он нихуя, опять же, он нихуя не сделал, ну, как обычно, да? Он нихуяшечки не сделал. Но он считает себя охуенным. Индржик, конечно, должен все сейчас расхлебывать. А потом этот еблан получит все лавры, как обычно. Да, конечно. Ага. Ебасосину свою там открыл. Выебывается что-то. А что по карте? А что по карте? Там, по-моему, надо было врата, нет? Это нам надо с корчмы. Начать с корчмы. И что мне начать с корчмы? Ну давай бухнем. Раз уж нам... да... Корчма закрыта, это же корчма. Ночью люди не могут прийти с дороги и захотеть посидеть в корчме, выпить пивка, снять комнату. Ничего они не могут, да. У нас меток никаких нет. Получается, что-то надо будет самим искать, да? А вообще, знаете что? А где этот, что он там нам дал? Указание еретика читать. Да, ничего не видно. Вот сюда вот станем, он там сверху как раз. Указание еретика. Да, ну неплохо, конечно. Я думаю, что мы подзаебемся это читать. Документы Ульриха, они до сих пор у нас. Я думал, тот чувак их забрал. Кстати, мы же должны были с ним встретиться, нет? Точно, но это основное, окей. Значит так. Знаете что? Новый гербарий, простых путей. Вот что мне нужно сделать. Потому что я заметил, что очень часто проскакивает такое, что типа, ты умеешь читать? И Индржик такой, нет, я... А это прям здесь? В натуре? Тогда вообще прям хорошо.
Это прям вообще хорошо. Сивочка, постой здесь. Вообще прекрасно. Это нам... Это нам вот сюда, да? Опа-на! Это ты? Нет. Так, ну нафиг, давайте факел отделим, а то сейчас снова какие-нибудь неадекватные до нас докопаются. Ты здесь. Ой-ой-ой. Нет, это не ты. Это снова то же самое. Не понял, а куда мне? Что по квесту написано? Пора научиться читать. Простых путей на сегодня не существует. Ну да, неплохо. И... чё? Ну это, собственно, место, где он сидит, да? Они все такие писари модные, но это крестьянин. Это чувиха. Это вот чувак. Ну это Рихтерш. Нам Рихтерш не нужен. Окей. И что? Нам типа ждать? Давайте вот тут вот встанем. Оп. Ну, давайте до 6 утра, может он появится. Может писари самые адекватные здесь, поскольку они начитаны, и они будут сразу, ну, они будут нормально спать, как адекватные люди, а не как больные в 6 утра вставать, ой, в 10 утра только вставать. Ага, его тут никого тут не появилось. Ну ладно, походу они такие же, короче, долбодятлы. Долбодятлы, походу, они такие же, как и все остальные, поэтому... Поэтому ждем до 9. Писюлька. Писюлька. А я надеюсь, что мои скромные слуги... Конечно. Торговать. А, ты книжками. Ой. Букварь 2. Нет. Давай. Я бы хотел обучиться чтению. Там. Ты? Ты не похож на будущего святого отца или писаря, но почему бы и нет? Я разных обучал. Давай. Но ты должен помнить, что это будет нелегко. Тебе понадобится много времени, а также я возьму несколько грошей за труды. Я подумаю об этом. Ну, давай приступим. Хорошо, я не хочу пустое тратить время. Мы можем приступить. Чем раньше я обучусь, тем лучше. Ну, уже, да, давно пора, походу. Хорошо, но я потребую тебе несколько грошей. И выдели мне хотя бы пару дней, чтобы я смог тебя провести через основные этапы. Время здесь имеет значение. Отдать ему 50 грошей. Я принес тебе гроши. В таком случае можно начинать. Нет, он нарушил свой обет, но лучше так, чем бесчесть его здесь. Пусть он следует зову сердца. Индржик за учебниками. Просыпайся, парень, мы с тобой приступаем. Учись давай, сука. Так, посмотрим, как ты читаешь. На столе лежит книга, попробуй ее прочитать. Ты должен суметь, это простой текст. Возвращайся, как только его осилишь. Вот это, да? Как-то раз, отойдя к гнезду своей гусыни...
подойдя к гнезду своей гусыни, крестьянин обнаружил там яйцо, желтое и сверкающее. Когда он его поднял, яйцо оказалось тяжелым, словно медь. И крестьянин решил было его выбросить, подумав, что его кто-то разыграл. Однако, поразмыслив, он взял его домой и вскоре к превеликой радости обнаружил, что яйцо это сделано из чистого золота. Каждое утро каждое утро повторялось, наверное, каждое утро повторялось то же самое. И вскоре он разбогател и на продаже золотых яиц. И чем богаче он становился, тем сильнее мучила его жадность. Решив забрать разом все золото, которое могла принести ему гусыня, он убил ее и распотрошил, долбоеб. Однако внутри не было ничего. Дебил какой-то, короче. Главный герой дебил. Вот и весь вывод. Ну, яички, если тебе несет. Ну, да, у нее же... Она же их производит как-то. Там у нее там золотом все это становится. А он взял, убил, ну откуда у нее внутри? У нас же, блядь, не мешок. Поговорить. Я прочитал книгу. Чудесно. Итак, расскажи мне, что ты узнал. То, что главный герой долбоеб. Там было что-то о каком-то парне и гусыне. Я должен прочесть ее снова, что жадность не бывает оправданной. Это типа получается, это как вывод, это как, что жадность не бывает оправданной, это как суть, да, рассказа. А вот это вот там было что-то о каком-то парне и гусыне, это как просто само, как это, не вывод, а, ну, не суть рассказа, а, короче, что там он смог прочитать, но типа не понял. Давайте вот это попробуем. Что жадные всегда потом... Отлично! Ты один из моих самых талантливых. Ты раскрыл реальное значение... Я уже тебе говорил, что книги ценны, так что... И слова, которыми они наполнены, должны быть менее ценными. Означает ли, что я умею читать? Да, снова ты изучил. Помни, мой мальчик, перо острее меча. Тебе понадобится читать гораздо больше, прежде чем ты полностью совладаешь со словом. Прочти латинский. Теперь перейдем ко второму уроку, который будет значительно сложнее. Многие книги написаны на латыни, языке эрудитов и монашествующих. Если ты впрямь хочешь обучиться чтению, то тебе не избирать изучение латыни. На столе лежит книга, в ней некий текст. Прочти и возвращайся ко мне. Тебе не нужно ее понимать, но ты должен прочесть буквы. Я сумел пока лишь освоить сказку о гусыне, а ты хочешь... Ты умный парень, ты справишься. Ага, блядь, конечно, латынь, да. Сейчас, на латыни. Это та же книга? Это та же книга, да? Так, это не то. Ты чё, сука, подслушиваешь, скотина? Чтобы никто не заходил больше. Пришел такой, подслушивает. Вот это, да? Да, это вот это. Конечно, да. Латынь я, конечно, читать не буду, и учить я не буду. Еба, я не думал, что тут на латыни будет. Наверное, не ест. Ибира там малсу утнан викла аптре просил. Либримути амгистри. Тут еще просто прикол в том, что тут неправильно, ну типа буквы в разном порядке тоже стоят. И я не знаю, правильно это слово написано или нет. Снут. Поитмус оратор ест. Это как Q читается или нет? Куи паути вирипс плюрима десит. Вообще нихуя непонятно. Это разве латынь, да?
Ну, может быть. Может быть. Ну, я думаю, да, что это латынь, просто я оказалось, что латынь как-то какая-то другая. Ладно, что-то надо не запомнить ему хотя бы. Там маслу, утнон, кля, липу, мутианги. Сомневаюсь я, конечно, что я что-то ему, блядь, смогу. Я прочел страницу. Итак, скажи мне, ученик, что там написано? Хуй его знает, что там написано. По-моему, вот... Бля, там буквы перепутаны были, и вот я, не знаю, просит. Вот это вот, по-моему, там было на конце просит. Давай вот это. Нулос малос атнан аликва парте просит. Просит. Святые небеса, не говори мне, что ты раньше не брал уроки. Великолепно, что ж, мне более нечему тебе научить. Прими мое поздравление. Тебе можно хоть сейчас рукожопить. Рукожопить. Да там не рукожопить было, конечно. Шучу я. Что-то там он сказал. Слышь, чё? Ты хуйло, а я читать умею теперь. А я умею читать, реально? Опа. Мы старейшины Влеикова и Вейс. Ну, почти. За сим желаем Божий. Почти умею читать, да, почти. Не идеально, конечно, но последующее было записано господином писарем, дабы сохранить признание, данное допрашиваемым еретиком. В допросе проводится его ППП, окей, святым отцом и викарием. Ну, уже, конечно, да, уже вроде получше стало. Хотя, может, там было так же, я не обратил внимания. Но суть в том, что да, теперь Индржих умеет читать. Индржих, ебать, с лучшим конем, в лучших доспехах в мире. Самый вообще крутой пацан, еще умеет читать. Он, прикиньте, такой купит книгу про какие-нибудь с такими-нибудь стихами, приедет к этой, к Тереске такой, а знаешь что? Эй, бать, читать умею. Тереска такая, нихуа, такая, ничего себе, все. А я тебя люблю, я тебя обожаю, все дела. И Индрих такой, да, там у лукоморья дуб зеленый, там что-то там. Не помню этот стих, он очень старый. Да, я уже школу уже закончил давно, поэтому вообще уже. Так, а что мне начать с корчмы? Там начать с корчмы, да, задание? На гербаре, вот, викарий передал мне показания еретика. Он посоветовал там, да, с корчмы начать, слышь? Что у нас по хавке? 67. Сейчас, подожди, женщина, я сейчас покушаю. Стой! Давай поговорим. Чем могу тебе служить? Насчет... у них тоже можно поспать бы и... Хорошо. И что мне начать? Корчмарь, это мудак. Ты мне что-нибудь скажешь? Ну, что творится здесь по свадьбе? Сыграть в не хочу, в кости сыграть. Так, Сивка, что за... Что не так, Сивка? Что делать? Еще раз. Викарий передал мне показания еретика. Хотя и полученные под пыткой. Какая тебе разница? Которые должны мне помочь отыскать путь к месту их это мне отыскать путь, да, все-таки надо. Которые должны мне помочь отыскать путь к месту их сборищ. Единственный совет, что я получил от викария,
Начать поиски с местной корчмы. Где это? Где пища? Показания еретика. Запись допроса еретика Петра из... Последующее было записано господина ТТ, писарем, дабы сохранить порядок. Допрос проводился его ПВП, Яном, святым отцом и викарием. Был осуществлен городским палачом, бла-бла-бла. Это тот, кто городского совета. Сперва пойманный еретик отказался дать показания. Вследствие того палачу было велено... Отметим, что допрашиваем уговором палача. Однако же, в конце концов, он ответил на вопрос, где собираются другие известные ему еретики, и рассказал, что встречи их происходят в Ужице. Или Ужице, опять же, так я и не понял. Затем, когда викарий попросил заключенного ответить на дальнейшие вопросы, а именно, кем были те еретики и в чьем доме они собирались, Петре или Градека не пожелал пойти ему навстречу и вновь замолчал. Но палачу пришлось бла-бла-бла приказать ему. Петр неожиданно заговорил, начал подробно отвечать на заданные вопросы о том, где встречаются с другими, дабы признание... Хорошо, мне, блядь, это как поможет. Его собственных слов, да, простит меня, я начал... Цирк я вынужден привести далее. Вот что он... Вот мне прямо отсюда только надо было начинать. Это там, блядь, все бесполезное. Вот что сказал еретик. Я начал свое... паломничество в Ужице. В вертепе, какое-то, короче, слово, беззаконие, где люди пили и любодействовали. А потому я сразу же оставил это проклятое место. И тут же я узрел иное оскорбление перед лицом Господа. Храм невесты Антихриста с его гордо высевшейся Вавилонской башней. Я быстро прошел мимо нее, держа путь к восходящему солнцу. Выйдя из деревни, я попал... Значит, выйдя из деревни. Это он уже когда на выходе из деревни, да? Я думаю, сейчас это читать смысла нет. Значит, Антихрист с его гордо высевшейся с Вавилонской башни, я выбор... Ну, получается, что он сюда пошел, да? Потому что, ну, это самое высокое место, по идее. Давайте посмотрим на всякий случай. Это если он выходил. Вот он, получается, там написано, что он, по сути, как только вышел практически, он увидел высокую херню. Там высоких херен нету. Ну да, это единственная, получается, такая, которая в поле зрения падает. Высокая. А что происходит, пацаны, а вы кто? А это вас два стражируют его? Нихуя какой. Хорошо. Он, значит, видимо, пошел сюда. И, ну, пошел на выход пошел. Там мы уже прочитали, там он погнал на выход. Естественно, он вышел. Получается, он прямо. Там не было вроде ничего, что этот там куда-то на солнышко пошел. Вот это вот, в принципе, ну, единственный прямой выход. Вот он вышел из деревни. Здесь сразу есть развилочка, да? Около развилочки станем. И сделаем маленький перерывчик, а потом вернемся.